Genshin, Zenless on Zero, Star Rail и Honkai Impact. Все эти игры я слил больше года своей жизни, и знаете, что у них общего? То, что все они говно, которое мы по разным причинам любим. Так что, если ты тоже мечешься между гачами Хоя в поисках той самой идеальной, то не парься. Я уже прожил это все за тебя, а также позвал просто легенду гача-контента и моего парня Олежу 27. Вместе мы покажем, где реально жесткий вайбик, а на что твое драгоценное время тратить даже не стоит. Спойлер на все. Поэтому не перематывай, чтобы не пропустить ничего важного. Поставь комментарий, напиши лайк и подпишись на канал. Для меня это реально важно. Спасибо, я еблан. Также у меня есть телеграм-канал, ТГ-чат, где я с вами общаюсь, Дискорд и Бусти. Приятного просмотра, а я начинаю. В моем, по идее, заключающем серию видосе про гачи Хоя я наговорил много ошибочной инфы. За что, конечно, извиняюсь, но не зря они называются глазами новичка. Здесь даже пас бесплатный. Чего? Ты что, там написано «Откройте». Что я дебил? Что, ББ можно было всегда покупать за примагемы? Это на софте я выбил. Это вроде 78-я крутка. Да, наговорил. Но вот этот ролик, который ты сейчас смотришь, я нацелил на объективный разбор гач и исправление тех слов. Поэтому, дабы мне было проще оценивать, я создал даже собственную, самую объективную в мире, очевидно, систему оценки. И даже вот позвал Олежу, который обсирал мои тейки. А система эта моя состоит из 3 пунктов. Первый — это экономика и прогресс. Насколько честно игра обращается с игроком, можно ли комфортно играть без доната и насколько игра уважает твое время. Второй пункт — геймплейный кайф. Как играется, есть ли ощущение прогресса, сколько в игре рутины и в общем норм или нет. И последний, третий пункт — атмосфера и эмоции. Визуал, вайбик, хочется ли возвращаться в игру без наград и дает ли игра эмоции в долгосрок. Такая оценка будет наиболее честной, но ныть в комментариях, если что, разрешаю. И, кстати, я чё, в 3D переход? А начну, пожалуй, с самого первого крупного проекта Хоя — Honkai Impact. Сама по себе игра внешне может показаться просто неиграбельным калом, что вообще частично так, но если выключить монитор и без предвзятости рассматривать игру в вакууме, прям сидеть и вникать в сюжет с переводчиком, если вы не знаете английский, то игра может быть, возможно, с маленьким шансом вам зайдет, так как сюжет в игре лучший из гач Хоя вообще. Мультики тут, скажу честно, цепляют очень сильно. Также здесь есть дейлики, как во всех гачах, кланы из мобилок, да даже завершенный крутой сюжет, опять же. Но все это рушится об устаревшее состояние игры. Интерфейс, графика, ущербная боевка, в которой почти всеми старыми персами надо просто бить по одной кнопке, что очевидно вынуждает донатить на новых. Да и сам геймплей сильно устарел, ибо, вы сами видите, как здесь это все выглядит. Проходишь сюжет по левелу, открываешь там арки разные, можешь вообще рандомные левела выбирать и их проходить, можешь даже, то есть, скипать сюжет. Можешь там в кланах играть в режимы, тут всякие башенки своего рода, но факт в том, что контента мало. После сюжета делать особо нечего. Крутки дорогие, и не учитывая, вот прям третий раз скажу, хороший сюжет, это бред, а не игра. Ну разве что хороши новые главы, только визуально. Тут, кстати, даже в них бег лучше, чем в ХСР, опять же, повторюсь. И если оценивать по таблице, то смотрите. Экономика 4 из 10. Донатить невыгодно по отношению к другим гачам. Геймплейный кайф 6 из 10. Классный, но когда у тебя персы поновее. Но если вольешься, интересно может быть аж на 10 из 10. А вот атмосфера и вайб прям вот 10 из 10. Ибо сюжет здесь реально крутой и рассказывает историю людей, персонажей, их отношений и так далее, а не какую-то гигантскую историю мира, где на смерти всем по... Так что игра, конечно, играбельна, но играть прям вот в долгосрок не знаю. Так как игра, к сожалению, по чуть-чуть умирает. Общая оценка 5 из 10, но за всякие, знаете, первые версии персонажей, которые в будущем появятся в других гачах Хоя, 6. Просто прикольно видеть какие-то знакомые силуэты. Хорошо, что даже в Honkai Impact можно донатить через Hornybox, лучший сервис для доната в гачи и не только. Тут есть и Genshin, и Roblox, и Wova, и вообще все конкретно. Да даже Steam есть. Плюс цены здесь ниже, чем в официальных магазинах, что при нынешней ситуации с крутками за патч сильно упрощает жизнь. Да и в целом сервис удобный, делается все максимально быстро и четко, смотрите сами. Ищем интересующий нас товар и оплачиваем удобным способом. Готово. Товар придет либо мгновенно, либо в максимально короткие сроки, а ссылка на Hornybox под видосом.
Теперь же можно переходить к максимально удобной для телефончиков игре с отличным сюжетом — Honkai: Star Rail. Многим он очень нравится, но лично мне игра не зашла, так как в ней, во-первых, пошаговая боевка, а во-вторых, коридорный геймплей с упором на умение думать, что, согласитесь, позорище полное. Поэтому, дабы я со своей предвзятостью игру не обосрал, за меня сейчас пояснит амбассадор ХСР, не только Олежа 27. Здорово, Боровы! Про ХСР можно рассказывать долго и душно. Вам и так хватает десятков видосов, где типы с докторской степенью по душноте высказывают свое интересное мнение, пересказывая сюжет и выдавая так называемую коричневую базу. Так что если вы не играли в ХСР, блять, ну просто поиграйте и составьте свое мнение. Раз сказали высрать мнение, я высру. Сюжет, лор на вкус и цвет кому-то нравится, а мне лично похуй. Геймплей ХСР не настолько печальный, как он может показаться на первый взгляд. Да, это пошаговая поепота, которая сразу накидывает несколько поинтов в душноту. Но в отличие от большинства JRPG, ХСР не нагружен тысячами механик, взаимодействий и прочего веселья. Очень интересного для знающего игрока и очень душного для новичка. В ХСРе 2 кнопки, 1 талант, и базик мы не считаем. И весь геймплей строится еще до начала боя. Как соберешь чара, так он и будет играть. Поставишь нормальную скорость, команда будет ебать. Будут нормальные арты, команда будет ебать. Застакаешь чаров хоть по какой-то, блять, синергии, они будут ебать. И именно из-за этого очень простенького геймплея ХСР очень сильно скалирует ХП мобов и их механики. Что с одной стороны не есть гуд, ибо нужно постоянно гоняться с метой, выбивая новых чаров, если хочешь показывать, ну, хоть какой-то сильный перформанс. Или забить хуй, все равно закрывать контент, но дольше и душнее. Но для меня Power Creep это идеальная система пинка. Конечно, не в такой форме, как в ХСР, но все же. Мне нужно, чтобы хоть как-то разрабы давали более сложный контент, чтобы у меня появлялось желание выбивать новых чаров и дальше играть в игру. Но у всех по-разному. С точки зрения гачи, а не просто игры, ХСР, наверное, лучший пример идеальной гачи в вакууме. Хороший сюжет, красивая картинка, гарем вокруг главного героя, простенький геймплей, в который ты можешь углубляться и можешь идти в спидраны, там, 0 куклинг, арбитр и прочую хуйню. Да хуя режимов, которые дают тебе достать из жопы разные пачки. Ну, условно, сейчас 2 пачки все закрывают, но смысл вы поняли. Новая виртуалка, которая вообще является лучшим режимом во всех играх Hueverse. Я не знаю, челы опять все спиздили, но на этот раз ультанули, что пиздец. Идеальный рогалик, в который хочется возвращаться. Поддержка китов сложным режимом, попытка не вытирать ноги об FTP-шников, выдавая им бесплатных чаров и в целом заливая дохуя пулов. Так что если вам похуй на Power Creep, что значит, что вы можете закрыть эндгейм контент даже на FTP, но приложив на это хоть какие-то усилия. И что вас не тошнит от пошаговой боевки, тогда ХСР идеальная гача. Хотя это все еще дерьмо по откачке денег из несчастных людей. И пункт про пошаговую боевку я бы немного изменил и сказал бы так. Если вас тошнит от пошаговой боевой системы, попробуйте ХСР. И он может стать вашим трамплином в персону какую-нибудь, экспедицию и другие JRPG. Мне тут еще пунктов накидали, да? Экономика и прогресс. Ну, ХСР заливает тебя пулами, при этом очень хочет, чтобы ты их сливал, ну, прям там же, блядь. Если тебе похуй на хай перформанс в эндгейме, тогда гемов тебе хватит. Если нет, то подпиской можешь на консты даже надеяться. Но чары устаревают, так что в ХСР приходится играть именно на постоянке. Что немного сглаживается тем, что в ХСР не требует от тебя много времени. И даже заинтересованности какой-то. Сел на параши, въебал автобой и вышел. Ивенты закрываются также, так что ставлю 8 из 10. Про геймплей я говорил. Я играл в персону, в 4-ю и 5-ю, так что пошаговая боевая система для меня не стала ударом в очко. Вполне себе прикольный и ненапряжный геймплей. Если хочется чего посложнее, можно себе игру усложнять определенными там командами и ротациями. Ну, хз, по геймплею 6 возможно. Ибо слишком просто, чем дальше играешь, тем больше механик ты хочешь. А как бы разрабы не пытались сделать вид, что механик типа много у нас, ну, по факту их практически зеро. Эмоции от игры. Ну, я, блядь, 3 года почти играю. Эмоций вообще никаких нет. Это гача. Первый месяц кайф, потом кал. Новый режим со сложными боссами прикольный. На нем было весело. Новая виртуалка тоже кайф. Прям сейчас, блядь, кайфую с нее. Даже в игру хочется заходить. Что я не хотел, наверное, года 2. Так что для новичков это 10, для меня на данный момент 6. Спасибо за новые режимы, так было бы 0. Все, спасибо, что скипнули парт со мной, я пошел какать. Фух, какой же у него красивый голос. Спасибо Солнышку 27 за помощь, а я перехожу к Zenless Zone Zero. Zenless, в отличие от ХСР, довольно динамичный и с очень сочными ротациями в файтах. В нем даже на телефоне драться очень удобно, в отличие от Геншина, в котором лично мне приходится прям жестко напрягаться. А еще в Зетке самые стильные катсцены, интерфейс и в принципе все на очень высоком уровне. Забыл упомянуть стильных женщин и мужчин, и их огромные члены. В общем, геймплей здесь хорош. Прохождение сюжета
сюжета, выполнение дейликов и, конечно же, прокачка персов. Здесь все имеется. Плюс есть куча эндгеймовских и не только режимов, вроде бездн, зачисток, телеков, как бы я их не любил, и, конечно же, много фарма. Поэтому заскучать будет сложно, только если на телеках. Удалите их фулл просто из игры уже, ё-моё. Сливаешь смолу, фармишь артефакты, собираешь персов. База базированная а-ля Геншин. Проблема в том, чтобы нормально соорудить себе, собрать там крутого персонажа, ты столько эти диски будешь фармить а-ля, опять же, артефакты из Геншина, что ты просто, я не знаю, проще уже играть по вайфу-фактору и не париться. В смысле, не фармить и не прокачивать персов, а просто выбивать красивых тянок и все. Зато боевка здесь мое почтение. Парирование, ебанутые ротации, опять же, визуал, как по мне, это лучшая боевка от Хоя. Там челы буквально, чтобы максимально оптимально драться в левеле в игре, они такие строят тактики, там у них турниры проходят, что они там делают? Плюс, в отличие от Геншина, где теперь, я так понял, при каждом новом регионе будут выходить персы, только играющие друг с другом, здесь с этим траблов нет. Не, ну я, конечно, преувеличил, но лунные персы и натланцы явно не дадут раскрыть свой потенциал полностью, если не собрать под них полную пачку их вот этих членов групп, как это называется. Мету, короче, не суть. В Зетке это выражено куда меньше, чем в Геншине, хотя, может быть, я предвзят, и я не прав. Если что, исправьте в комментариях, хотя я думаю, что прав, нафиг. Так что из проблем в Зетке только недостаток круток, что вообще так и должно быть, но в адекватных масштабах, а не как сейчас. Например, есть у меня Кенти, который, дабы выбить Элис в одном из недавних патчей, 3 дня подряд лутал обычные ачивки. Потом ачивки без эндгеймов и так далее, а потом вообще начал отношения с персами апать, чтобы гемы получать. Это насколько надо быть отчаянным, вы представляете? Зато он в итоге ее выбил, высосав из игры вот вообще все, что можно. Ему респект. А я, просто сидя с ним в ДС на втором дне его фарма, решил вкинуть пару рофл круток в Элис и в ее сигну. Идите. Да иди ты нахуй, блядь! Две. Это стопроцентная У меня Элис. только что падала и сюай нахуй. Это пиздец. Ну я свидетель, это пиздец. Да Ебать. чё тут я в ахуе? Ты десятку ебанул? Кстати, скажу по секрету, я потом вот чисто, чтобы его подъебать, купил себе скин на нее. Он мне вообще не нужен, я за Элис никогда играть не буду. Плюс хочу подметить, что в Зетке ивенты часто лучше, чем в других гачах. Например, когда в Геншине шел 3 в ряд, в Хесере там было что-то подобное, в Зенлесе шла офигенная сюжетка с Эвелин на Астроял. Так что выводы делайте сами. А я перехожу к оценочке Зетки по таблице и выводу. Экономика и прогресс 7 из 10. Вначале заваливают подарками, прокачка идет очень быстро, а дальше донатная стенка и жесткий гринд. Все, как и во всех гачах, упирается в крутки, то есть в донат, что даже и минусом Зетки получается назвать нельзя. Хотя можно, но это присуще всем гачам. Геймплейный кайф же 8 из 10. Главный ее плюс — боевка. Из минусов же много рутины и агрессивная по отношению к игроку прокачка. Не заходишь каждый день или хотя бы через, прокачиваться будешь, ну, значительно дольше, чем если бы заходил. А атмосфера и эмоции 9 из 10. Так как в игре отличная картинка, цепляет сюжет и дизайн персов очень выделяется среди других гач. Интересно, почему? Из минусов только то, что может легко надоесть. Но в любом случае возвращаться хочется снова и снова, поэтому плевать. Zenless эксклюзив среди гач, так как требует больше вовлечения и в принципе понимания многих аспектов игры. Но главный его минус — это у него агрессивная система прокачки, так как железно требует от тебя почти ежедневного захода. Можно было бы снизить оценку, но в любом случае лично для меня это лучшая гача от Hoyoverse. А общая оценка 8 из 10. Лично 10. И наконец-таки, думаю, можно переходить к самому сочному и главному гиганту игр от Хоя — Genshin Impact. Это было моей первой гачей, и ролик я сделал о Геншине, когда только начинал этот канал. Я в него буквально тогда влюбился. Ловил вайб с каждой детальки. Просто ходишь, все такое новое, все такое вау, как красиво, музыка просто конфетка. Жаль, что это только на небольшой период. Я бы даже сказал, это будет ваш самый приятный период за всю вашу игру в Геншин. А мозг, желающий тех же эмоций, когда вы только сюда пришли, будет постоянно вас возвращать в Геншин. Это его основная проблема, ее я сейчас чуть позже разберу, но для начала давайте пройдемся по нашим пунктам. Первый — это экономика и прогресс. Игра обходится с игроком честно только в первое время. Примерно до 50-го ранга или 45-го, так как потом начинается просто сумасшедшая дойка. И от тебя будет требоваться просто бешеное терпение, усидчивость и желание сливать почти все свое время, силы, энергию и даже мысли в голове, пространство ты будешь огромно выделять на Геншин ради пары сотен примагемов. Без доната на высоких рангах же будет очень
очень душно. Если, конечно, ты гонишься за метой, выбиваешь консты и так далее. Поэтому либо донать, либо зачищай всю карту на 100%, и то это тебе даже сильно не поможет. Рано или поздно, как в Зетке, как в любой гаче, в принципе, основной контент закончится, и ты будешь выживать на новом контенте, по чуть-чуть лутать все, что можно, закрывать ачивки, как тот мой Кен, про которого я рассказывал. Да иди ты нахуй! Плюс скажу сразу, выбивая консты, то есть повторные выбивания тех же персов, именно 5-звездочных легендарок, ты по сути жертвуешь экономикой аккаунта в пользу прокачки, а не тех персов, которых ты хочешь. Я так однажды пожертвовал Яемика в пользу Фурины, так как, ну блин, она саппорт, она такая полезная, ее все крутят, я тоже должен крутить. Нафиг мне ваша Фурина? Зачем я ее выбил? Я не понимаю искренне, как? Поэтому прошу вас, не повторяйте моих ошибок, лучше выбивайте тех, кто нравится, и не парьтесь. Я очень жалею. И в реакции на мой видос Олежа там говорил, что я в метаслейв, признаю, я им был. Или являюсь. Но недавно я выбил Елань просто для кайфа, потом я выбил Нефер просто для кайфа, даже вон скинчик купил на гемы, которые у меня там лежали. И чувствую себя отлично. Даже дейлики не делаю, просто Геншин у меня там где-то лежит, я в него иногда захожу, играю, и все. Поэтому первое время, да, играть можно без доната, если ты не идешь жестко в мету. А как только ты закроешь карту, сюжет, ну, все. Сиди на лунах, закрывай душный контент и делай дейлики. Все. Заходишь каждый день, выполняешь рутину, тратишь время, а эмоций никаких не получаешь. Это не норма. Играть нужно только если ты получаешь эмоции, и тебе в кайф что-то делать. А если тебя тошнит от делания дейликов, фарма и так далее, просто не фарми и не делай. Делай, что ты хочешь. Все. Просто наслаждайся игрой. Не то, чтобы я как-то строг Геншину или предвзят, хотя ладно, чуть-чуть предвзят, но это моя первая гача, и попробовал я ее всего год назад впервые. Поэтому я отчетливо помню свои эмоции и как они изменились сейчас, когда я понял, что я захожу просто так, чтобы сделать дейлик, я это прекратил сразу же. Был момент, когда меня просто тошнотворно тошнило от, я не знаю, делания дейлика, всего. Я просто перестал, и я снова как-то полюбил Геншин, я снова бегаю по миру и наслаждаюсь им. Поэтому играй как тебе в кайф и не парься, все. Кстати, я вообще оценивал, так что давайте перейдем ко второму пункту, геймплейный кайф. Играется офигенно, ощущение прогресса, особенно в начале, просто сумасшедшее. Рутины в игре минимум, и извините, что задену третий пункт про эмоции и вайб, но здесь это прям 10 из 10. В игру хочется играть прям бесконечно, наслаждаться музыкой, картинкой, природой, просто вау. Но буквально через пару месяцев все изменится, опять же, как я и говорил. Когда вайб приестся, все перестанет казаться новым, ты начнешь более четко смотреть на игру в целом. Ты увидишь минусы, увидишь прокачку и в целом больше будешь обращать внимание на геймплейную составляющую, что и покажет тебе, насколько Геншин на самом деле пуст. Многие пишут в комментариях: разнообразие контента, разнообразие контента. Какое? Сюжет, бездны, сайд-квесты, лутание, гуляние по миру. Ну и что еще? Я даже чуть не особо могу что-то еще привести в пример. Ну, Roblox этот кринжовый, который они добавили, ну, все. Думаю, поэтому его и можно назвать лучшим среди худших. И в плане, ну, что он крутой, это не оскорбление. Гачи в целом работают по принципу, что чем дальше, тем хуже, главное зацепить. Просто в один момент, когда ты поймешь, что диалоги в большинстве своем бессмысленны, почти все в игре лишь создает видимость веселья и дружелюбия, ты заметишь обратную сторону игры. Опять же, повторюсь, если нравится, без проблем, но если вы делаете это уже просто по привычке, на инерции, вам не кайф, бросайте. Бесконечные ежедневные заходы, ну, они того не стоят. Бесконечный фарм мобов ради прокачки талантов персам тоже. Это же буквально работа, которая тебе будет нравиться, может прямо сейчас нравиться, ты будешь ловить с нее азарт, может даже ловишь азарт прямо сейчас тоже, но рано или поздно это надоест. Геймплей со временем становится настолько однообразным, что это даже стало небольшим феноменом выгорания от Геншина, о котором почти никто не говорит. Он заключается в том, что челы устают от несправедливости рутины, но так как память человека все приукрашивает, а они ливнули с Геншина, под эффектом ностальгии они вернутся к этому прекрасному вайбу игры. Будут им наслаждаться, а потом снова устанут, и вот так бесконечными циклами. А разрабы там какую-нибудь халяву еще раздадут, там перс крутой выйдет, и ты сразу вернешься. Вывод: в любую гачу нельзя играть чисто для вайфу-фактора, так как быстро надоест просто выкручивать крутых тянок, и нельзя постоянно гнаться за метой и задротить прокачку, так как ты выгоришь. Ищи свою золотую середину, радуй себя изредка игрой, и все будет у тебя четко. Так что Геншин 6 из 10, и это не обсуждается. А лучшая гача — это та, которая приносит тебе удовольствие сейчас. Финальный выбор все равно за тобой, и личный совет: не играй в кучу гач. Это высасывает из людей душу.